все когда-нибудь подходит к концу. А уж в фильме, книге или не лишенной сюжета видеоигре финал вообще едва ли не самая важная часть. Хорошая концовка может превратить посредственную игру в хорошую, а хорошую — в великую. И точно так же скверный финальный аккорд запросто сводит на нет все усилия сценаристов, портя прекрасную увлекательную историю, делая ее пресной и скучной. Это как собраться чихнуть и вдруг понять, что организм неожиданно передумал. Вроде бы и бог с ним, но так обидно. Мы вспоминаем самые запоминающиеся и душещипательные, самые грандиозные и восхитительные игровые концовки на свете. Те, что глубже всего запали нам в души. Те, что сильнее других повлияли на нас и превратили в тех ценителей игрового искусства, которыми мы являемся сегодня. Metal Gear — сага об искусственно выращенных воинах, в генах которых течет кровь легендарного солдата Биг Босс. Он слетел с катушек, организовал собственную милитаристическую страну и угрожал уничтожению всему миру. Главный герой сериала Solid Snake убил собственного генетического отца, сражался с генетическими же братьями по всему миру и не раз спасал его от уничтожения. И в тот момент, когда после запутанного финала Metal Gear Solid 2 миллионы поклонников ждали завершения одного из самых сложно сочиненных сюжетов в истории, создатель сериала Хидео Кодзима сделал финт ушами. Перенес действие третьей части в 60-е годы. Именно там он разыграл одну из лучших пьес игровой индустрии с шокирующим финалом. Снейка забрасывают вглубь СССР, чтобы вытащить важного советского ученого, который создает для полковника ГРУ Волгина принципиально новое оружие, способное запускать ядерные боеголовки из любой точки земного шара. В тот момент, когда Снейк уже близок к цели, путь ему преграждает его учительница, легендарный солдат и мать всех американских спецподразделений The Boss. Она объявляет о переходе на советскую сторону, передает Волгину 2 миниатюрные ядерные боеголовки, а Снейку ломает руку и сбрасывает его с моста. Кряхтя от боли, он провожает взглядом вертолет «Босс» на фоне ядерного взрыва. Спустя несколько лет его вновь забрасывают в Советский Союз. Ему предстоит длинное путешествие по российским лесам. Босс не раз встанет у него на пути. Она будет ломать Снейку ребра, всячески пытать, почти выколет глаз и в конце не оставит ему выбора. Он должен будет убить ее. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss? You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Patriot. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one Snake.
Но лишь в финале он узнает правду о Босс. О том, что она никого не предавала. О том, что на самом деле предали ее. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. И вот Снейк идет по коридорам Белого дома. В овальном кабинете его встречают овациями. Сам президент протягивает ему руку, но он не хочет ее жать. Именно в этот момент игрок узнает, что последние несколько дней играл не за Солида Снейка, а Биг Босса, главного злодея всей серии. You are above even the boss.
I hereby award you the title of Big Boss. И это была его история. Трогательная, глубокая и по-человечески понятная. Он пожимает руку, разворачивается и уходит с презрительным взглядом. Играет песня «Way to Fall» — «Путь к падению» в исполнении Star Sailors. Не проронить слезу в финале МГС-3 могла только бессердечная сволочь. Выпуская МГС-4, Кодзима оправдывался, что он не гений, как Джордж Лукас, и не может свести все линии запутанного сюжета идеально. Однако главное удалось Кодзиме в миллиард раз талантливее, чем Лукасу. В момент перехода его персонажа на темную сторону веришь и переживаешь так, будто это было с тобой. Вселенная МГС переворачивается с ног на голову. Вдруг выясняется, что одиозный картонный злодей тоже был человеком. Он жил, чувствовал, любил. И в одно мгновение его уничтожили. И именно он главный герой сериала, а вовсе не Solid Snake. Ну и, разумеется, не только это делает финал МГС-3 главным в истории видеоигр. Ведь последним минутам предшествовали 3 часа беспрерывного, мастерски поставленного экшена, в котором взрывались вертолеты, падали мосты, устраивали дуэли и яростно боролись в рукопашную все ключевые персонажи. По уровню творящегося на экране беспредела отдыхал даже Майкл Бэй, а по психологизму Кристофер Нолан. Если кто-нибудь когда-нибудь сможет это превзойти, мы будем счастливы.